Здравствуйте еще раз, уважаемые подписчики. Продолжаем наш путь на электровозе EP1006 с поездом номер 17. Подъезжаем мы к станции Ладва. Сейчас будем проследовать нейтральную вставку. В принципе, я ее показывал на канале, ну, так, для событийности, чтобы... На электровозе не показывал? Не, на ИПшке показывал. А, да? Да. Из старых видео. Автоведение у нас следует в режиме рекуперативного торможения, вот небольшие токи держит. Это создает мне некоторые трудности, потому что как бы я на ситуацию не очень хорошо могу повлиять. Но я думаю, сейчас подъедем, наверное, перед самой нейтральной вставкой я ее отключу. Рекуперацию. И так, плавненько, нормально будет. Нейтральная вставка у нас, да, на входе переезд. На станции 80 ограничений. Нейтральная вставка у нас место, где у нас нет тока, поэтому вот кнопочка у нас есть такая, принудительное включение компрессора. Вот включаем, включили компрессор, подкачиваем токи. Олег, подержи немножко этот компрессор, я пока займусь этой. Отключаем рекуперацию, отключаем мы. Качай, я скажу, когда закончишь. Отключаем. Все, выключай. Так, все выключили. Все выключили, да. Нейтральная вставка. Вот напряжение пропало. Все в порядке. Очень неприятно, когда вот так товарищ подъезжает вплотную к переезду мудозвонному. Так, нет связи со шкафом СУД. Замечательно. Я попробуем. Ага, порядок, запустилось. Так, все, напряжение у нас появилось, нейтральную вставку проехали. Включаем компрессоры, вентиляторы. К сожалению, солнце попадает, плохо видно. Вот здесь по лампочкам я смотрю запуск вентиляторов. Все, вентилятор включили. Тягу собрали. Переходим в вкладку автоведения. Включаем автоведение. Автоведение загорелось. Значит, все в порядке. Сперва будет зеленый. Интересно. Снова я подгоняю нашу машинку немножко. Сейчас включаем вот. Входим в вкладку расписания. Станция Ладва. Следующая станция Тагори. Расписание забито неправильно. Это меня почему-то не удивляет. Так, 21:12 должно быть в Тагорях. Значит, забьем 21:09 на 3 минутки пораньше. 0:09. Вот. Еще раз вот. Все, схавало, как говорится. Поехали. Сигнальный знак С, переезд. Внимание, переезд. Свободен переезд. Электровоз идет в режиме автоведения, как я уже сказал, автоведение включено. Так, по берегу скорость 0, на ограничения нет, Олег. Ограничений нет. Бил зеленый, кран во втором. 5.0, 8.2, выход в машину, осмотр. 5.0, главных 8.2. Только не 100, а 120, что ты как-то поскромничал. Все, давай. Помощник мой пошел осматривать машинное помещение электровоза. На каждом перегоне он обязан это сделать не менее одного раза по местной инструкции нашей. Ну, то есть проверяет работу вспоммашин, ну, всего-всего в электровозе, чтобы не было посторонних запахов, шумов и прочего. Смотрит приборы, в том числе осматривает заднюю кабину. Это работа помощника. Подписчики просят рассказать о том, были ли у меня случаи наезда на людей. Об этом, естественно, я рассказывать не буду, потому что это мало приятно это вспоминать. Мне не хочется это вспоминать, и не хочется, чтобы люди об этом слушали. Такие случаи бывают, к сожалению, у меня тоже были, но
вспоминать об этом не очень приятно. Ну или там на каких-то крупных животных. Но у меня был случай однажды на таком же электровозе P1, сейчас уже номер, к сожалению, не вспомню. Я сбил лосиху, как потом оказалось, годовалую. Путейцы мне об этом рассказали. Так, вот у нас это автоведение следует на максимально допустимой скорости. Здесь небольшая ямка, поэтому я небольшой хитростью сейчас воспользуюсь. Уберу ток, чтобы она нам не превысила просто-напросто. Бил зеленый, кран во втором, 5.0, 8.0. Так, пожаробезопасность соблюдается, шумов не слышно, давление масла килограмм, температура 30, зарядная, батарея 57, повременитель 50. Понятно, без замечаний. Понятно, без замечаний. Кран во втором, давление 5.0, главное 8.0. Зеленый. Понятно, без замечаний, проходной зеленый. Ну вот, как вы видели, я немножко подзадавил, как говорится, автоведение. То есть убавил токи, чтобы она мне не превысила в эту ямочку. И потом, когда мы ямку проехали, я снова ей мощность выдал, все, дальше она следует снова сама. Вот. Ток сейчас 450 ампер. Так вот, на таком же электровозе я сбил лосиху, как потом оказалось, годовалую. Следовали мы с поездом Петрозаводск-Санкт-Петербург 11-м, это было пару лет назад. Помощник у меня был другой, не Олег. И доезжая к станции Ладва, была весна, было довольно темно на улице, то есть в луче прожекторов кривой. Естественно, когда поезд следует в кривую, то видимость немножко ограничена, что прожектор-то светит всегда прямо, он у нас не поворачивается. Ну вот, выхватил прожектор в какой-то момент двух лосей, как я заметил. Они перебегали именно поперек путей. Вот первый, судя по всему, лось успел, а лосиха, к сожалению, не успела. То есть буквально там какие-то секунды все это произошло. Естественно, я применил экстренное торможение, без вариантов. При столкновении с таким большим животным обязательно нужно применять экстренное торможение. Объявил по радиосвязи о том, что я остановился, машинистом попутных, встречных поездов, дежурным по станции. Поставили поезд, который шел мне навстречу, остановили его на предыдущей станции, на всякий случай, потому что было непонятно, куда улетела туша лося, мог оказаться в габарите. Помощник побежал совместно с начальником поезда осматривать состав. Было у меня, да, проходной зеленый. У меня было всего лишь 8 вагонов в ту поездку. Поэтому они сделали все это очень быстро, оперативно. Лосиху мы так и не нашли, было темно. Ну и опять же, то, что мы ее сбили, это не значит, что она должна прямо здесь лежать, логично. Как потом оказалось, что она, видимо, еще из последних сил метров 50 или проползла, или пробежала по кровяному следу, потом ее путейцы нашли. Что они с ней сделали дальше, для меня большая загадка. Зеленый проходной Олег. Но тем не менее, мы отработали все без замечаний, абсолютно без сучка, без задоринки. Отпустили тормоза установленным порядком и полетели. Следовали мы на максимально допустимой скорости, а расписание позволяло, и мы нагнали практически свое расписание. На станцию Свирь прибыли на 1 минуту всего лишь позже. Был такой момент, когда помощник прибежал, сказал мне, что все в порядке, но лосиху нигде не видно. Я, конечно, засомневался на какую-то секунду. Была такая мысль, может быть, сигнальный знак С. Была такая мысль, может быть, пробежаться, самому посмотреть, но потом прикинул, все-таки работать на доверии. Этого человека я хорошо знаю, помощника, человек он ответственный. Вячеслав, привет, если ты смотришь это видео. Ну, в общем, я принял решение о том, что я человеку доверяю, нет смысла бегать, перепроверять. И по инструкции, естественно, я не обязан это делать. На встречу нам следует электровоз Ермак с грузовым поездом. Еще один забавный факт был, вот, когда мы приехали в депо, начальник депо требовал от меня объяснения, по какой причине мы не нашли тело. Я пытался ему объяснить, что темно было. Но вот он требовал, что утверждал о том, что нужно было действовать как при наезде на человека. Замечание подвижное вообще. Понятно, без замечаний, проходной зеленый. Проезжаем от платформы Таржиполь. На электричке мы здесь останавливаемся. Начальник этот сейчас уже благополучно ушел на пенсию.
честно говоря, меня улыбнула его просьба действовать, как бы наездить на человека. Хотелось так хотелось ему сказать, что делать, искусственное дыхание или еще что-то, я не знаю, скорую помощь вызывать. Но он, в принципе, в чем-то был прав, что переживал, потому что на самом деле в Российской Федерации законодательство сделано так, что если человек сбивает лося, то вина на нем, не на лосе, а именно на нем. Если, допустим, на личном автомобиле вы собьете лося, то вы будете платить штраф. Не важно, что вы можете пострадать, что ваша машина может пострадать. Штраф будете платить именно вы. Точно так же происходит на железной дороге. Если охотоведы докажут, что животное в результате столкновения погибло, они накладывают штраф, и железная дорога выплачивает. Слава богу, не машинист платит. Зеленый проходной. Слава богу, что не машинист платит железная дорога. Стоимость, скажи. Ну, стоимость, говорят, 30 тысяч, да, обычный лось. 120 самка. 120 самка, да. 350 беременная самка. 350 тысяч беременная самка. Вот такие забавные цифры. Я не знаю, сколько это правда, конечно, но вроде как говорят так. Так что будьте аккуратны, лосей не сбивайте. Ну ладно, на этом, я думаю, закончим. Опять же, чтобы не получилось слишком длинное видео, чтобы не пришлось их мне сшивать. Если будет какая-то задумка у меня, или может быть на обратном пути, в эту же поездку я еще на обратном пути поснимаю электровоз АП-1. Все, всем самого доброго, до свидания.